Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Мы с вами продолжаем готовиться к марафону, и видео, в котором я говорила про то, как будет проходить марафон, какие продукты нужно купить, ну и вообще такое вводное, так скажем, видео. Под этим видео вы написали огромное количество комментариев, за что вам, конечно же, большое спасибо, потому что ваше живое участие, ваши вопросы, ваши комментарии помогают создавать более правильный, да, как сказать, более нужный именно для вас контент, потому что все мы разные, у всех свой взгляд, и, конечно же, ваши вот такие вопросы, в свою очередь, мои ответы помогают делать более интересные видео, ну и, конечно же, марафон. Итак, один из вопросов. Сейчас буду отвечать все подробно про то, сколько будет проходить, как участвовать и так далее, и так далее. То есть все те вопросы, которых было очень много. Начинаем. Цель марафона. Меня, кстати, спросили, это отлично. Цель марафона — это показать вам, что можно худеть без диет, без каких-то сумасшедших ограничений, и что можно снижать свой вес и оставаться при этом, ну, нормальным, здоровым, полноценным человеком. Потому что зачастую нам предлагают какие-то экстремальные, да, варианты похудения, после которых и здоровье портится, и вес так же быстро, как и уходит, возвращается. Поэтому у нас все будет хорошо, и цель именно это, чтобы как можно больше людей узнали, попробовали, рассказали своим близким, друзьям, знакомым, там, коллегам по работе, что можно по-другому, и что получилось у Марии Мироневич, да, вы поделитесь своими результатами. Получается у меня, получится и у тебя, и чтобы добро распространялось. Вот именно такие цели я и преследую. Далее, как принять участие? Напоминаю, что мой марафон, наш с вами марафон, он особенный, и поэтому ничего особенного для того, чтобы принять участие, не нужно, не записываться, ничего. То есть это все полностью будет ваша работа. Я со своей стороны буду, конечно же, вам предоставлять материал, как и теоретическую, да, часть, так и практическую. То есть мы с вами будем готовить вкусные, простые рецепты из тех продуктов, которые есть в списке. Далее, вы спрашивали, сколько порций будет в рецептах. Вы знаете, это все очень вариабельно, и если вы живете там одна или там вдвоем вы живете, то вы, соответственно, просто количество продуктов можете уменьшить под свои нужды, потребности, и, собственно говоря, все будет отлично. Еще спрашивали, все ли продукты нужно купить и там точно следовать списку. Конечно же нет, потому что, как я часто говорю, мы все живем в реальной реальности, и солнышко светит за глаза, извините, что да, кому-то не по карману филе индейки, и мне оно, в принципе, не особо по карману каждый раз. Просто акция была в магазине, я его купила и написала, возможно, вы его тоже сможете использовать. Любите больше рыбы, у вас есть возможность есть ее, пожалуйста, покупайте рыбу, и это будет просто замечательно. Дальше спрашивали про крупы. Здесь у меня просто, честно, там каких-то обычных, типа перловки и так далее, я еще не дошла до магазина дополнительно их закупить. И на самом деле крупы и вообще любые продукты, они заменяемы, потому что писали много лука и болгарского перца. Ну не ешьте лук и болгарский перец, я же вас ну вообще не заставляю, как бы это вот ешьте то, что нравится вам в рамках метода, в рамках предоставленного списка. И, конечно же, не то, что не ешьте, ни в коем случае не нужно готовить блюдо, если вы с какими-то ингредиентами, которые вам не нравятся. Всегда есть замена. Именно к этому мы идем, потому что на канале огромное количество просто рецептов, подборок меню на день, подборок завтраков, обедов, ужинов, перекусов и так далее. Напоминаю, что ваше тело — это ваше дело, поэтому вы именно цель марафона — включить именно вас. Не чтобы вы как какие-то подопытные, да, там вам выдают вот это вот ешь, и ты похудеешь, пока идет марафон. Нет, моя задача именно дать вам удочку и научить вас самим справляться со своим
питанием и со своими какими-то особенностями, которые в питании есть именно у вас. И я уже на опыте первого марафона уверена, что у нас с вами все получится, и это просто замечательно. Следующее. Вы еще очень много спрашивали про время выхода видео, потому что сейчас у нас, оказывается, я на Мироневичах рассказывала, что у нас часы переводятся на час, и теперь у нас разница с Москвой на 2 часа, то есть у нас на 2 часа раньше, чем в Москве. Но поскольку мы ограничены, как и все люди, во времени, плюс сейчас еще до сих пор переезд, то, что мы обосновываемся и так далее, накладывает свои какие-то, накладывает, так скажем, отпечаток на наш график работы. Поэтому видео мы будем загружать тогда, когда получится, потому что не всегда получается, как нам хочется. Дальше. Еще вы спрашивали про список продуктов. Список продуктов, кто не нашел в описании под видео, я опубликовала везде, чтобы вы потом, чтобы у вас не было вариантов. Поэтому список продуктов есть в Instagram, есть в сообществе в Viber, есть в YouTube, я его дополнительно опубликовала на вкладке сообщества. Еще есть список продуктов во ВКонтакте. В общем, везде, где возможно, список продуктов есть. Если вы его до сих пор вдруг как-то не нашли, так что в любом из этих ресурсов он вам попадется, и вы точно сможете начать, никуда не денетесь. Дальше. Был еще хороший вопрос, когда я начала худеть. Я начала худеть в июле 2017 года. Честно, не верится, прошло уже 3 года, и за эти 3 года моя жизнь стала в разы легче, и невероятно прекрасная у меня сейчас жизнь, и прекрасной мою жизнь делаете именно вы, что я могу вам помочь, поделиться своим опытом. Ну и, конечно, ваши успехи, ваши результаты меня всегда очень сильно вдохновляют. Еще такие вопросы, вы знаете, в которых я узнаю себя где-то как раз-таки 3, возможно, 3,5 года назад. Я посчитала, и худеть мне надо 3 года. Или еще есть комментарии, по вашей схеме я посчитала, и мне худеть 20 месяцев. И мы возвращаемся все-таки к тому, что мы с вами живем все в реальной жизни. И, соответственно, если вам надо худеть 20 месяцев, то значит у вас 40 лишних килограммов. И это много. И 20 месяцев худеть на самом деле, как бы глупо не казалось то, что я вам сейчас скажу, 20 месяцев худеть это хорошо. Это поможет вам, во-первых, что самое важное, о чем я всегда говорю, похудеть безопасно для вашего здоровья. Следующее. За 20 месяцев, там плюс-минус, естественно, да, какие-то накладки в ту или в другую сторону будут. За 20 месяцев реально привыкнуть и полюбить новый образ жизни. И 20 месяцев это, я все-таки думаю, намного меньше, чем то время, за которое вы эти самые ненужные 40 килограммов набрали. Явно вы их набрали за более длительное время. В основном, конечно, бывают какие-то резкие скачки веса там, при гормональной терапии, при каких-то там аутоиммунных заболеваниях и так далее. Но в основном все-таки в том, что у нас лишний вес, это какие-то причины, связанные с расстройствами пищевого поведения и с психологией, и про все мы точно так же поговорим с вами в марафоне. Как еще будут выходить видео? То есть мы с вами будем совмещать видео о так скажем, теорию я уже выше говорила. Также мы с вами будем совмещать видео с практикой, где с вами будем готовить. Сколько продлится марафон, вы знаете, я еще не знаю. И это на самом деле хорошо, потому что это не какая-то такая, вы знаете, такой момент, где все вот так. Это как в реальной жизни. Как пойдет, как будет у меня время, за какое время я смогу дать тот объем информации, который считаю нужным, за какое время смогу ответить на максимальное количество ваших вопросов. В основном, конечно же, вопросов, касающихся каких-то сложностей, потому что, было бы странно, если бы марафон похудения Марии Мироневич не помогал бы разобраться со сложностями снижения веса. Поэтому все это
будет. И еще вы спрашивали про то, как изменился вес после переезда, во время переезда. Честно, не знаю, потому что весы у нас остались в Астрахани, мы их забыли. Ну, не то, что я не собиралась как бы вывести весы, мы их забыли, ну, оставили, как сказать, в кладовке, и они продались вместе с квартирой. А вот здесь мы, хотя уже сегодня 28-й, но еще весы мы не купили, вот, потому что, ну, не знаю, забываем как-то про них. И на самом деле для того, чтобы узнать, в норме ли твой вес, ну, естественно, когда ты уже имеешь опыт обращения с лишним весом и с не лишним, совсем не нужны весы, потому что достаточно просто примерить ту одежду, которую ты постоянно носишь, и просто пойти в магазин, купить какую-то обновку, там к осени, допустим, нужна одежда, и понять, подходит ли тот тебе размер, который подходил тебе весной. То есть на самом деле все просто, весы абсолютно не требуются. Вот, сколько вешу, не знаю, думаю, где-то, в принципе, 65, ну, не знаю, не буду даже говорить, потому что надеюсь, что к 1 ноября мы успеем не только начать марафон с вами, но и приобрету весы, и вы узнаете, сколько я вешу, и я узнаю, сколько я вешу. Вот, наверное, вот такие уточнения будут по поводу марафона. Если вдруг у вас остались еще какие-то вопросы, это, во-первых, хорошо, значит, вы серьезно подходите к марафону, значит, вы внимательно слушаете, пропускаете эту информацию, да, через себя, обдумываете то, что я говорю, и всегда лучше спросить, переспросить, но сделать все так, как нужно, потому что нужно это именно вам. Поэтому какие вопросы остались, обязательно пишите в комментариях. Также, если это видео вам понравилось, было полезным для вас, поставьте, пожалуйста, лайк, оцените нашу работу. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, берегите себя.